Зачем вообще заморачиваться внешним видом автомобиля, который так или иначе будет разбит, еще и с дурацкой улыбкой на лице? Почему мы делаем свои машины в определенном стиле, то есть низкие, на определенных колесах и обязательно по японскому канону? И кто эти люди, которые задают этот канон? Давайте попробуем сегодня с вами разобраться на 6 примерах чудесных автомобилей, которые поменяли наше восприятие дрифта навсегда. Поехали! Любое слово в нашей голове вызывает ассоциативный ряд. Мы так, собственно, устроены. Если я вам говорю про джаз, то вы наверняка в своей голове представляете группу людей с духовыми инструментами. Наверное, они даже темнокожие и в красивых пиджаках. Также, собственно, и с автоспортом. Когда я говорю ралли, у меня сразу же в голове спавнится вот эти монстры группы «Б» из 80-х, толпы людей, определенного рода съемка, прыжки, когда машина летит прям в отсечке, ну и, возможно, парочка VRC STI туда тоже затесывается. Проще говоря, в каждом автомобильном виде спорта есть своя эстетика. Эстетика дрифта для меня — это в первую очередь низкие, стильные, околостоковые автомобили, которые большим паровозом скользят где-то в горах. Когда-то этим определением можно было характеризовать и весь дрифт, но с того времени многое поменялось. И современный competition дрифт — это действительно спорт высоких достижений. Осталось ли там место для работы с внешним видом автомобиля? И осталось ли хоть что-то в современном дрифте от исходного культурного кода той уличной крутой движухи? Я уверен, что да, но важны детали. Поэтому попробую вам рассказать на примере важных машин своего времени и своих эпох. Начнем мы с того, что близко нам. Если и есть в современном автоспорте стиль, то это определенно Forward Auto. Мне кажется, у любого любителя дрифта из нашей страны имя Георгия Чевчана вызывает одни и те же ассоциации. Яркая, красивая, низкая, желтая S15, который управляет титулованный и очень скилловый пилот. Я думаю, что долго рассказывать о том, почему Гочи крутой, не имеет никакого смысла. Мы все и так это уже знаем. Но упомянем на всякий случай пару фактов для тех, кто не в курсе. Быстро разобравшись с РДС Сибирью, Гочи уехал в Японию, где, натренировавшись, он стал двухкратным чемпионом мира. Пока он это все делал, он также развивал свою гоночную команду под названием Forward Auto, которая на данный момент является одной из самых, если не самой крутой командой в РДС GP. При этом он старался формировать эту команду, не переманивая таланты, а находя новых пилотов, которые до этого особо не участвовали в РДС. Даже если забыть о легендарности, пожалуй, самой известной желтой машины российского автоспорта и сухо взглянуть на его внешний вид, становится понятно, за что эту машину любят даже пуристы. Все решения кажутся обдуманными и вписанными во внешний вид. Несмотря на то, что машина очень эффективна и не раз нам это доказывала, она все еще выглядит, почти по-стритовому. То есть, если снять ливрею, можно даже представить себе эту машину на дорогах общего пользования. Несмотря на хода подвески, машина все еще кажется низкой и стремительной. А вышеупомянутая ливрея хорошо вписана в внешний вид и отсылает нас к лучшим временам японского дивана. А еще мне очень нравится эта машина, потому что она менялась постепенно. То есть автомобиль строился, исходя из необходимости, в попытке соблюсти разумную достаточность. То есть Гочи в 2008 не выпилил всю машину и не закинул туда тысячесильный GZ. Он менял автомобиль, исходя из задачи. Такой подход мне очень нравится. Вместо того, чтобы садиться в свой первый сезон в тысячесильного монстра и пытаться как-то с ним справиться, он менял только то, что уже мешало достичь результата. Лично мой любимый спек, если честно, это SR-ная машина на ТЕшках. Она тогда еще выглядела прям совсем по-япончески, но инженерия ушла далеко вперед. Да, автомобиль сейчас, возможно, не является конкретным примером японской школы. Но что мне кажется важным для этого видео и что лично мне импонирует, это то, что, несмотря на 2025 год на дворе, Гочи все еще обращается в вопросе как минимум экстерьера к своим японским образцам 20-летней давности. В целом, как мне кажется, практически любой пилот, который сейчас достиг определенных высот в дрифте, так или иначе обращается к золотой эпохе как образцу для подражания. Что ж там было в этой эпохе, давайте посмотрим.
Если в упомянутом ралли 80-е считаются прямо золотой эпохой, то, наверное, такой для дрифта является начало нулевых. Буйство различного рода автомобилей разных стилей и школ. Фан-база ширилась в геометрической прогрессии. Все новые и новые люди приходили к этому чудесному новому увлечению. Из сугубо японской, внутренней и очень субкультурной истории дрифт внезапно для всех стал главной новой дисциплиной автоспорта. Японцы реально упивались своим новым видом спорта, а Америка открывала для себя что-то новое и доселе им неизвестное. При этом шумное, крутое и красивое, из чего можно сделать реально крутое шоу. В общем, это было чудесное время. Уличные споты ломились от желающих по ним прокатиться. В определенный момент журнал Video Option даже устроил соревнования прямо на участках горного серпантина, где команды состязались между друг другом ради признания и веселья. Лучшие из них тут же попадали с улицы на трек, где они быстро находили партнеров и спонсоров, которые желали вложиться в новую, очень активно растущую дисциплину. Одним из таких стал Нобутеру Танигучи, более известный под никнеймом Ноб, который расшифровывался как No One Better. Зарекомендовал он себя не только суперагрессивной и крутой ездой, но и внешним видом своего автомобиля. Его основная компетишн-машина была яркой, с красивой ливреей, но при этом очень эффективной пятнашкой. Кого-то напоминает, не правда ли? Эта машина является поистине легендарной, особенно внутри англоязычного комьюнити, и каноном для людей с обоих полушарий, которые мечтают себе построить какую-нибудь, как минимум, похожую S15. В чем же ее секрет? Она была яркой, красивой, довольно агрессивной, но при этом сдержанной. То есть очень яркая ливрея с надписью HKS купировалась не супер агрессивными расширениями. Крутым дополнением был также Esprit GT Wing. Но, наверное, самый яркий элемент, который делал 80% вида, как и на любом другом автомобиле, это колеса. Она сменила их много, но, как по мне, самый легендарный — это трехспицевый Advanced Super Racing в каких-то абсолютно чудовищных параметрах. Я так понял, что там спереди стояли то ли 9, то ли 9,5, а сзади вообще там что-то 10 или 11. Ну, короче, супер круто выглядело, огромные полки, и очень-очень красиво оно все вместе сочеталось. Что было внутри? Ну, по сути, на данный момент довольно обычный SR на 450 сил, который тогда был, ну, наверное, каким-то абсолютным верхом. Напомню, что в то время, когда он выступал, Диван только зарождался, и эта машина казалась прям монстром на фоне маломощных аешек. Найдя баланс между мощностью и зацепом и немножко почитерив над резиной, он поставил полуслик, Нобутеру стал первым чемпионом Диван GP в 2001 году, а после этого стал вице-чемпионом в 2002-2004. Но прошло время, мы можем посмотреть, как он еще повлиял на наше комьюнити. В современном мире SR на 450 сил можно встретить даже в стритовой машине. Есть, например, Скулкин, у которого как раз примерно на 450 сил машина, которая ездит в стрите и круто себя показывает. Идейным вдохновителем и популяризатором Диван, в которой побеждал Танигучи, был Кейичи Цучия, пожалуй, самый известный человек в мире дрифта. Если искать виноватых в том, что сегодня по улицам российских городов боком ездит огромное количество жигулистов, то истоком этой проблемы будет Кейичи Цучия. Если сравнивать уровень легендарности персон, то, пожалуй, Кейичи в дрифте — это как, наверное, Шумахер Формулы-1 или Макрей в ралли. Разница только в том, что этот человек ни разу не гонял в Диван. Почему так? На тот момент Кейичи уже был всем известен. Будучи уже очень известным пилотом с большим количеством регалий, Цучия решает популяризовать то, что он любит больше всего – инерционный дрифт. Они выбираются с небольшой съемочной группой на его родные дороги, то есть горные серпантины, на которых он когда-то давно тренировался. И они снимают то, что поделит целое большое комьюнити на до и после – видео Пласпи. Видео, где он на протяжении примерно 1,5 часов просто круто гоняет на горных серпантинах на околостоковой аешке. Это и стало первым стрит-дрифт-видосом, который добрался до широких масс. И бой-о-бой, какой же был результат. Люди просто сходили с ума. Они буквально выметали видеосалоны в поисках этого видео. И те, кто его увидели, тут же садились в свои Короллы, которые в то время были довольно доступны и обычной машиной, просто приспортивленной, и пробовали его повторить. Фильм стал настолько популярным, что полиции реально пришлось физически изымать копии из видеосалонов и магазинов, совершать облавы на уличных дрифтеров, чего раньше просто не было как явление. От самого Цучию за это лишили лицензии. Но всю эту штуку было уже не остановить. Формировалась новая, популярная, крутая субкультура, расцвет которой мы и наблюдали с конца 90-х до середины нулевых в Японии и наблюдаем до сих пор по всему остальному земному шару. Так
начинался реально крутой, реально трушный, реально настоящий дрифтинг, который я и люблю. За что, конечно, Тсучи огромное спасибо. Если мы говорим о восприятии дрифта как инерционном скольжении, лучше примера, чем Аеха Тсучи, не найти. Эта машина супер универсальный снаряд, на котором можно дрифтить, а хочешь, можно и ехать по кольцу, немножко поменяв углы подвески и заменив покрышки на более цепкие. При этом, с точки зрения экстерьера, мне кажется, это абсолютный образец. Сухой карбон, но при этом отсутствие расширений. Полностью комплектный салон с крутым рулем и особенной там какой-то коробкой передач. Какого турботюнинга, только православный Атман, то, как это и задумывалось во время разработки данного автомобиля. Это отличный пример автомобиля, который называется слипер. Машина вроде выглядит просто ухоженной, а под капотом что-то супер крутое, и едет она невероятно круто. Но, как мы знаем, не весь дрифт — это про слиперы. Если Тсучи не нужно было уже ничего доказывать, все про него уже все знали, и он просто строил машину такой, как он ее видел, то в процессе развития, популяризации и роста количества дрифтеров нужно было как-то выделяться. Некоторые из наших героев видео придумали такой способ. Завалять машину насколько возможно, нацепить максимально широкие обвесы и попробовать на ней хоть как-то проехать. О них в следующем эпизоде. Сейчас в любительском дрифте по всему миру очень популярен так называемый Hot Boy Spec. Это яркая, низкая, стильная машина, чей образ создается из следующих элементов. Обязательно широченный лопатообразный обвес, обязательно хромовые полки, настолько же широченные, насколько и дорогие. И, наверное, довольно часто яркая, вписанная в концепцию автомобиля ливрея. Получается супер кричащая машина, которая при этом не является колхозной. И как же это работает? Ведь обычно, когда ты делаешь что-то прям кричащее и вызывающее, это становится колхозом. Каким образом у владельцев данных проектов получается ходить по вот этой тонкой грани между очень крутой сбалансированной машиной и какой-то непонятной лепниной? Дело в том, что абсолютное большинство людей, которые строят подобного рода проект, опираются на канон, то есть на те машины, которые уже стали легендарными в этом комьюнити. Попробуем разобраться, что же это за машина. Из-за того, что машина очень низкая, то работающая подвеска — это непозволительная роскошь. Как только она начнет работать, сразу же все обвесы разлетятся, лонжероны сотрутся, а поддона, как и масса в моторе, просто не станет. Поэтому, собственно, и мощности много этой машине не нужно. Она просто скользит на ломах вместо армортиков, а ты получаешь удовольствие и просто кайфуешь от внешнего вида автомобиля. Но что самое интересное и самое занимательное, в начале нулевых эти машины могли состязаться с реально профессиональной техникой и даже заезжать на какие-то места. В этом, собственно, и заключался вызов. Вот смотрите, машина выглядит так, как будто тронуться с места не может, а при этом на равных состязается с другими чуваками. И, конечно, эта желтая RX-7 стала абсолютной иконой своего и не только своего времени. Низкая, на огромных полках, на лопатообразных обвесах, стирающаяся об землю и при этом навязывающая конкуренцию. Это же великолепно. Это просто что может быть лучше? Владелец этого автомобиля после окончания карьеры начал развивать собственный бизнес. Долго думать над названием он не стал и просто видоизменил собственное имя. Ведь Мицуру с японского переводится как 326. Харагучи не изменяет себе и по сей день. Его кайловеры являются, наверное, одними из самых низких на рынке, и при этом его дейли — это тоже стенсовая, по сути, тачка. По сути, Мицуру начал свою карьеру с отсутствия компромиссов и с желания сделать абсолютно идиотичный по своей сути, но легендарный по своему внешнему виду проект, и до сих пор не изменяет своим идеалам. Никаких компромиссов, даже перед лицом смерти. Еще один отличный пример подобного спека — это 180SX Kaguchi. Он поменял множество итераций, но что самое интересное, абсолютно их большинство до сих пор существует, причем не у самого Kaguchi. Люди настолько вдохновляются внешним видом этого автомобиля, что делают подобие на его машины. Не будет преувеличением сказать, что то, как он подходил к стайлингу 180-ка, до сих пор оказывает влияние на всех владельцев этой платформы по всему миру. И мы даже знаем лично несколько владельцев этих автомобилей, которые опираются на его стайлинг в 2025 году
и искренне считают, что той машине, которую он собрал в начале 2000-х, просто нет аналогов. Наверное, кстати, мой любимый лук — это вот эта вот зеленая машина на белых ЛМГТшках. Мне кажется, она прям такая уже спортивная, но при этом далеко не ушедшая от своих уличных корней. Кагучи оставался верен этой платформе довольно долгое время. Даже меняя свои компетишн-машины, он все еще имел во владении 180SX и активно его допиливал. До сих пор некоторые элементы подвески и некоторые элементы экстерьера считаются одними из самых удачных и перепродаются на всяких eBay втридорога. Фирма Kagouchi Power до сих пор существует в виде небольшого гаража где-то в Японии. Такие как Kagouchi и Haraguchi, просто реализуя свое видение дрифта, породили целый стиль, который до сих пор живет и развивается. По сей день их машины актуальны, а есть целые ивенты, посвященные подобного рода технике. Один из самых ярких примеров таких ивентов — это Final Bout. Там ребята поступили немного по-другому, поскольку эти машины не являются в чистом виде спорт-инвентарем, а здесь скорее ценится внешний вид, стиль автомобиля, подход к стайлингу внутри команды. Они берут на ивент только стильные низкие машины, но при этом внутри ивента у них есть соревнования. Соревнования это опять же отличается от того, как мы привыкли видеть competition drift. То есть здесь соревнуется не пилот с пилотом, а команда из нескольких пилотов делает показательный заезд, максимально близкий, агрессивный и красивый. То есть, по сути, они соревнуются по тому, кто сделает лучший показательный проезд. Они пытаются выяснить, кто самый лучший пилот. В целом, это тоже интересная концепция, но я бы хотел сказать, что я точно знаю одну команду, которая, появившись бы на Final Bout, выигрывала его бы раз за разом. Команда эта называется Team Burst, а ее бессменным лидером является Наоки Накамура. Яркие, красивые машины, езда паровозом на грани фола на легендарном треке и кричащие их же моторы. Что может быть лучше? Я думаю, что один раз лучше посмотреть, чем много раз рассказывать. Мне кажется, что Team Burst — это олицетворение всего, ну или почти всего, что я люблю в дрифте. Ребята на ярких и красивых машинах едут по окологорному треку, получают удовольствие, едут очень близко, очень агрессивно и еще и даже периодически меняются в процессе. Если характеризовать их одним словом, на ум приходит аутентичность. Если говорить об истории команды, то естественно, что она уходит корнями в начало 2000-х. По легенде, тогда еще юный Наоки Накамура из префектуры Нара катался в горах и встретился с Аки Фуджина, который был из соседнего условно региона. Они покатались вместе и поняли, что они получают от езды друг с другом просто огромное удовольствие. Немного подумав, они решили организовать команду, которая будет принимать участие как в соревнованиях, так и просто кататься ради кайфа и фана. Но вот что может быть более аутентичным, чем это? Ребята гоняли, ребята кайфанули, ребята создали команду. Ну, типа, все. Их машины, конечно, не назвать верхом аккуратности. Часто побитые, с огромным количеством стикеров, яркой ливреей и задранной в небеса подвеской. Но они олицетворяют кое-что поважнее. Несмотря на то, что машины их довольно высокие, стиля в них хоть отбавляй, потому что они являются продолжением того, как эта команда ездит. Ярко, агрессивно, близко и всегда на все прям 100, на во всю дырку, короче. А фирменный розово-фиолетовый градиент и кислотные цвета у колес уже стали прям визитной карточкой. Интересно, что в данном случае трек является частью эстетики команды. Мейхан устроен так, что ты ставишься прям близко-близко к стенке, для того, чтобы правильно попасть в первую шпильку. То есть, условно говоря, у тебя вот здесь стенка, ты летишь вдоль нее и летишь уже практически жопой вперед, для того, чтобы довести необходимое количество скорости до шпильки, но при этом погасить ее углом уже непосредственно в самой шпильке. Если ты везде попадаешь на механе, ты по умолчанию выглядишь уже агрессивно. Но так как ездят эти ребята, не ездит там, наверное, практически никто. Они успевают даже поменяться местами в процессе. Если мы говорим конкретно про Накамуру, то это невероятно титулованный пилот, который реально успел там везде поездить. Диван GP выигрывал, в Америке катался, с детьми при этом успевает на механе гонять. Ну, короче, такой супер дрифтовый чувак. Конфигурации его машин много раз менялись. То есть сначала он ездил на SR-ной тринашке, после этого пересел на пятнашку, засунул туда GZ, а недавно даже решил внезапно, что LS это лучший в мире дрифт-мотор и кинул туда еще и LS. Что остается неизменным, это супер яркая ливрея, супер работающая задняя подвеска, то есть она прям очень активно прогибается машина и садится, опирается на жопу, и довольно высокая морда.
Зачем так сделано? Чтобы вести те углы, которые вывозят машину Накамуры, все же передняя подвеска должна быть достаточно высокой, просто чтобы ни во что не упираться. А для того, чтобы из этого угла уже оттолкаться, нужно, чтобы задняя подвеска эффективно прожималась и работала. Езда Накамуры — это всегда езда в газ. И на некоторых видосах мы даже можем видеть, что машина тревилит, то есть неподпорное переднее колесо находится в воздухе и вообще не участвует никак в рулении. Однако даже на 3 колесах Накамура может навести абсолютному большинству пилотов в мире. Вот я и рассказал вам о тех, кто повлиял на мир дрифта в целом и оказал влияние на меня в частности. Понятно, что в этом видео мы хватали по верхам, и я пытался уместить в 10-15 минут хронометража целые жизни пилотов и их машин. Но теперь вы знаете, на чей стиль я опираюсь при работе над своим авто и над своим рулением. Общество — это постоянно меняющаяся и развивающаяся штука. В ней нет места жестким рамкам, и история каждого из наших пилотов тому подтверждение. Безусловно, они на что-то опирались в своих билдах, но каждый из них делал шаг в неизвестное и был за это вознагражден. Короче, не сковывайте себя жесткими рамками. Если очень хочется что-то реализовать, то нужно определенно это делать. Но перед этим лучше глянуть, что делали для вас другие. Ведь невозможно совершить революцию в мире, о котором ты ничего не знаешь. Даже если это маленький странный мир низких стильных машинок, паровозом летящих по горному серпантину. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Good times, good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. All of my life, I remember her crying, my useless talking. I could have been walking instead of complaining. I could have been gaining good times.